Говорят, поезда — это стук колес. В этом есть какая-то романтика. Так вот, я так не считаю. Мне кажется, в этом есть какая-то романтика. Только если ты едешь в поезде один. Один во всем поезде. А еще я где-то слышала, что каждый человек на Земле, чем бы он ни занимался, играет главную роль в истории мира. И обычно даже не знает об этом. Интересно, какую роль играю я? Наверное, роль социофобки. Проблема не в том, что у меня нет друзей. И не в том, что я не люблю людей. Просто мне становится не по себе в толпе. Мерзкий район. Мерзкий. И на кой черт нужно было моему отцу переезжать сюда? Черт. Только не это. Разбить тачку еще таким извращенным способом. Да ты больной ублюдок. Более идиотской идеи я не слышала. Это шиза, брат. О, смотрите. Опаньки! Кто это там идет? Это же наша гусиная шейка. Может, укоротим ее? Да, смотрите, сейчас повеселимся. О да, будет уматно. Ребята, вы серьезно? Мне кажется, она не стоит того, чтобы... Эй, Белла! Кевин, дыши ровно и просто наслаждайся зрелищем. Зрелищем? Вы что, в цирке? Эй, Белла! Белла, просто продолжай идти. Иди. Эй, гусиная шея, я к тебе обращаюсь. Пошел ты! Дерзить надумала? Ты на моем районе, девочка. Убери свои руки! Ты, нищебродка, ты ничего не попутала? Джейк, ну хватит! Ах, ну да, у меня нет столько денег, как у твоих богатеньких родителей, у которых ты успешно сидишь на шее. Вот только знаешь что? Что? Скажем правду, мозги у тебя не супер, поэтому ты будешь мажором до тех пор, пока у твоей семьи не закончатся денежки. А они закончатся. Ведь твой папочка уже почти банкрот, верно?
А что потом? Ты разве сможешь работать? Ведь ты всю жизнь только и делал, что умел тратить. А как зарабатывать ты не знал. Ты пойдешь работать в какую-нибудь лавку, обычным продавцом, и может даже женишься на Джесс. Затем начнешь пить, чтобы заглушить эту душевную боль. И через пару лет закончишь толстым алкашом, дни напролет сидящим в баре. А твоя женушка-хозяюшка будет утолять голод жизни, трахаясь с твоими друзьями. Что? А я закончу школу на отлично и сумею поступить в колледж. А потом найду себе хорошую престижную работу. Ведь я не обделена мозгами, как ты и твои друзья. Вот такая картинка. Нравится ли она тебе? Мне нравится. Ах ты тварь! Откуда ты знаешь про отца? Если ты хоть кому-то рассказала, я... Руки убери, козел. Как ты меня назвала? Со слухом проблемы, козел. Закрой свой паршивый рот! Ах ты овца! Не смей касаться моего парня! Джесс, стой, смотри. Что он задумал? Ха, неплохо. А теперь моя очередь. Если бы слезы твои были водой, ты бы уже напоила ею весь мир. Милая, но в жизни есть не только боль. Смогу засиять еще ярче звезды. Если бы слезы твои были водой, ты бы уже напоила. Папа говорил, умей постоять за себя. А мама вечно учила меня держать свой язык за зубами. Но я никогда не следовала ее совету. Зачем? Ведь этого мажорика не научили же хорошим манерам. Грех было не воспользоваться таким шансом, разукрасить его физиономию. Хотя и он тоже отметился. Ай, черт! Лицо. В таком виде показываться нельзя. Отец хоть и не наругает, но явно не обрадуется. Может, я распущу волосы, и будет не так заметно? Витя, осторожно. Мама, я сам. Хорошо. У нас что, новые соседи? Наташа, я занес последнюю коробку. Что ты там возишься? А вазу? Наташ, вазу я занес сразу, как только мы приехали. Русские? А, плевать. Мне абсолютно все равно на них. Как же хочется просто свалить из этого гнилого города. Ненавижу эту школу. Ненавижу здесь все до камня. Была бы моя воля, я сравняла бы это место с землей. Если бы не мама, мы бы не переехали сюда. Блин. Белла, только не плачь. Виктор, ты справишься? Да, мам, идите, я сейчас. Это ты плакала? Эй! На нем темные очки. Удивительно. Солнца нет уже полгода. Ты плакала? Я? Я живу там. Мы только что переехали. Ясно. Меня зовут Виктор. Слушай, мне абсолютно все равно, где ты живешь и как тебя зовут. Хватит разглядывать меня.
Разглядывать тебя? Ты еще смеешься надо мной? Нет, я не смеюсь над тобой. Просто... я тебя не вижу. Не видишь? Сэм, где эксперты? Звонили полчаса назад. Будут с минуты на минуту. Дамы и господа, прошу прощения, что доставляю вам неудобства, но сейчас прибудет команда судмедэкспертизы Дочь, для анализа комнаты. Да, пап. ты где была так долго? Уже сумерки. В школе задержали? Я была у наших новых соседей. У новых соседей? Да, я пила у них чай. Они только что въехали в наш дом. Это на тебя не похоже. Что ты вот так просто пошла в гости незнакомым людям? Ты точно моя дочь? Погоди, это что? Опять была стычка? Кто на этот раз? Белла, ты не должна постоянно драться. Я учил тебя только обороняться. Не давай волю своим рукам. Ах, это ерунда. Подцапалась с местным выскочкой. Все хорошо, пап. Впредь я буду вести себя осторожно. Это был еще и парень? Ты дралась с парнем? Белла! Отец, ну не начинай. Я постояла за себя и показала этому хмырю, где его место. Ну, судя по твоему виду, он показал, где твое. Надеюсь, ему досталось не меньше. Но я повторяю, больше никаких драк. Ладно. Папа, если бы ты знал, он такой... Кто? Твой обидчик? Что? Нет. Парень. Наш новый сосед. Папа, он такой красавец и такой... Какой? Не знаю. 2-метровый блондин. С голубыми глазами. Пап, я не знаю, какого цвета у него глаза. Он слепой. Стоп, что? Что? Он слепой. И ты решила с ним подружиться? Белла, он тебе нравится? Ну, почему сразу нравится? Дочь, ты в своем уме? Он слепой! Белла, это очень серьезно. Это не шутки. Вы из разных миров, понимаешь? Просто невероятно. Он учится в Блэквилле. Он учится вместе с другими студентами? С теми, кто видит? Да, представляешь? С трудом. Я действительно не понимаю, как можно учиться наравне с другими студентами, если ты не видишь. Но выходит, можно. Наверное, это трудно. Наверное, это требует нечеловеческих усилий и мужества. Наверное. Но... Белла, это не шутки. Люди часто влюбляются, но потом... Что? Это может пройти. Во-первых, почему ты решил, что я влюбилась? Кто тебе сказал? И потом, мы виделись всего один раз. Этого достаточно для девочки твоего возраста. Папа, я не маленькая уже. И предположим, ты сам говорил, что мне надо с кем-то подружиться. Разве О, нет? святые угодники, но не с ним же. Белла, он другой. И мир, где он живет, не такой, как наш. Если ты не думаешь о себе, подумай о нем. Он другой, понимаешь? А мама? Что мама? Мама, она ведь просто чудовище. Разве она не другая? Что у вас было общего? Она не чудовище. Нет? Разве это не она нас бросила? Она не хотела, Белла, так уж вышло. Взрослые люди иногда расходятся. Ты же понимаешь, сама же сказала, что уже не маленькая. Неужели? А мне показалось совсем иначе. Это она нас променяла на этого пижона Филиппа. Белла, прекращай. Она сделала свой выбор, а ты сделала свой. Она не бросала, по крайней мере, тебя. Ты сама решила остаться со мной. Поэтому давай закроем тему. Да, папа, прости. Я погорячилась. И давай закроем тему.
И про Виктора тоже. Его зовут Виктор? Он что, русский? Папа! Ладно, ладно, молчу. Да, Мир. Все хорошо, мышонок. Знаешь, я сегодня хочу приготовить на ужин лазанью. Поможешь мне? Лазанья! О да! Что мне нужно сделать? Ну, для начала у нас кончился сыр. Сбегаешь в универмаг за ним? Так точно, босс! Одна нога здесь, другая там. Давай, солдат, судьба лазаньи в твоих руках. Только умоляю, никаких драк по дороге. И вообще, ты должна быть леди. А то воспиталась тебя, блин, Ван Дамма в юбке. Во-первых, я не ношу юбки. Во-вторых, скажи еще Чака Норриса. Про них уже никто не помнит. Ты такой старый. Не смей так выражаться в моем доме. Это люди-легенда. И их невозможно забыть. А так, да, ты в чем-то права. Согласен, я старый хипстер. Ну и что? Это свободная страна, как хочу, так и выражаюсь. Давай недолго, туда и обратно. Ладно. What's there left to say? Throw your stones the river. Like me it drifts away. I would watch you stare. Он что, пьян? А, это же Том, наш электромонтер живого сектора. Что он делает? Ха. Алло? Привет. Кто это? Это Кевин, я... Откуда у тебя мой номер? Его несложно было узнать. Слушай, Белла, я хотел извиниться за поведение моих друзей. Они те еще кретины. Засунь свои извинения знаешь куда? И вообще, забудь мой номер. Больше мне не звони. Упырь. Спасите меня, я влюбился в нее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я влюбленными глазами смотрел на нее и погибал. Любовь бывает разной, и кто как выживает. Спасите меня, я влюбился в нее. Я влюбленными глазами смотрел на нее и погибал. Любовь бывает разная, и кто как выживал. Все меня, все меня несет. Я как наркотик, берет меня в порт. С ней все идет. Город не спит, город не спит. Город шумит, сердце стучит, но уж не как бит. Пьяный на вид, толку мотив песни твоей. Ты будешь петь, но я... Сегодня около 7 вечера в доме номер 7 по улице Скарлетт Сансет была убита женщина. Вероятно, преступление было совершено на бытовой почве. Убийца скрылся. Идет следствие. Инспектор, вы должны гарантировать мне безопасность. В противном случае я отказываюсь давать показания. Сегодня около 7 часов вечера в доме номер 7 по улице Скарлетт Сансет. Не может быть.
Просто невероятно. Сегодня вечером я стала свидетелем преступления. Он ее убил. Понравилось? Подпишись, поставь лайк и напиши комментарий. Самый лучший комментарий я опубликую в следующей серии.